Витаю, друзья! И здравствуйте, все добрые, адекватные люди. И сегодня будет ролик, который многим реально откроет глаза, почему одни люди на фоне стресса худеют, а другие на фоне стресса толстеют. И сразу важное, если вы прямо сейчас в стрессе и вас тянет на еду, сделайте одну простую вещь. Возьмите стакан воды, шаг из кухни или хотя бы от стола и один длинный выдох. Все, через несколько минут я дам протокол, который возвращает управление до первого укуса. А сначала, почему вообще так происходит? Это чаще всего не про характер и не про силу воли. Это про режим работы мозга и про гормоны, и про систему вознаграждения. После этого ролика вы сможете сделать две вещи. Первое – распознать свой сценарий. Второе – управлять пищевым поведением во время стресса. Не на уровне «соберись», а на уровне конкретного механизма и конкретных шагов. Схема простая. Сначала короткий тест, потом объясню механизм, потом протокол до первого укуса, потом план на 7 дней и в конце как закрепить это за 4 недели, чтобы не было внутренней войны. Стресс – это не только плохое настроение. Стресс – это выброс веществ, которые меняют работу всего организма. Адреналин, норадреналин и кортизол. И самое главное, они переключают мозг в другой режим управления. Вот простая ситуация. Неприятное сообщение, конфликт, поджимают сроки, давление. И вы устали так, что уже не хочется ничего. И дальше у людей обычно включается один из двух вариантов. Первый вариант – сразу в первые минуты вас как будто бы собрало. Сердце бьется быстрее, дыхание другое, и мысли о еде вообще не приходит, аппетита нет. Второй вариант – вы пришли домой, вроде бы все закончилось, и начинается другое. Тянет на сладкое, на жирное, на что-нибудь быстрое. Иногда вы едите и не понимаете. Удовольствия почти нет, но все равно тянет. Вот это и есть система вознаграждения в условиях стресса. Сейчас будет простая модель. Есть ручное управление, когда вы сами решаете, что делать. А есть автопилот, то есть привычки и автоматические программы. То, что запускается без обсуждений. И в стрессе ручное управление часто ослабевает, а автопилот усиливается. Вы все понимаете, но вас ведет. И когда автопилот связан с едой, появляется то, что в медицине называется гиперфагия. Гиперфагия – это переедание. Не потому, что вам срочно нужна энергия, а потому что мозгу нужен быстрый способ снизить напряжение. И еда – самый доступный способ. А дальше мозг запоминает связку. Стресс, еда, стало чуть легче, и эта связка начинает повторяться автоматически. Поэтому цель этого ролика не мотивировать, а дать вам управление. А сейчас тест, и он займет 1 минуту. 3 вопроса, и вы поймете свой сценарий. Без психологии и без копания в детстве. Только наблюдение за собой. Есть 2 состояния, которые люди путают. Голод и тяга. Голод – это когда вы готовы съесть любую еду. Любую. Гречку, яйца, мясо, овощи, черствый хлеб – неважно. Тяга – это когда хочется вот это. И чаще всего это сладкое, жирное, соленое, то есть то, что быстро дает облегчение. 3 вопроса. Отвечайте честно. Первый. Что происходит с аппетитом в первые 20-30 минут после стресса? Он выключается или наоборот появляется желание что-то схватить? Второй. Что происходит через 2-3 часа? Потому что многие говорят, когда я в стрессе, я не ем. А потом выясняется, что они просто не ели днем, а вечером у них происходит срыв. Не потому что они слабые, а потому что организм компенсирует. Потому что вечером контроль ниже. Третий вопрос. Когда тянет на еду, вы готовы съесть обычную еду или вам нужно именно быстрое облегчение? Если вы узнаете себя во втором варианте, вечером тянет на сладкое перекусы, и вы понимаете, что это не голод, то почти всегда это означает одно. Еда стала инструментом регуляции стресса. Мозг ищет короткий путь и находит. Теперь внимание. Если стрессовая еда повторяется, она быстро становится привычкой. Мозг учится. Стресс, еда стала легче. И в следующий раз мозг снова предложит самый короткий путь. Поэтому цель не уговорить себя, а цель поставить управление раньше, до первого укуса. Запомните фразу не ешь, а остановись до первого укуса. Теперь почему у одних аппетит исчезает, а у других появляется тяга, и почему у некоторых людей аппетита нет даже спустя часы, хотя кортизол выделяется. Стресс – это 2 процесса, быстрый и медленный. Быстрый включается за секунды, адреналин и норадреналин.
Смысл один – мобилизация. Если говорить совсем просто, организм ведет себя так, как будто вам надо спасаться, как будто вас догоняет собака. И в такой ситуации еда не приоритет. Поэтому у части людей стресс выключает аппетит сразу, пищеварение уходит на второй план, мозг сфокусирован на угрозе, а не на еде. Но дальше включается медленный процесс. Ось, гипоталамус, гипофиз, надпочечники. И главный гормон здесь кортизол. Кортизол – это про выживание, когда стресс затягивается. Он повышает доступность энергии, меняет обмен веществ и у части людей усиливает тягу к еде как к быстрому облегчению. И теперь важный вопрос. Почему у некоторых людей даже спустя часы аппетита все равно нет? Потому что кортизол не кнопка «выключить» или «включить аппетит». Аппетит – это итог того, какой режим доминирует. Сценарий первый. Стресс не закончился внутри. Мозг все еще воспринимает ситуацию как угрозу. Возбуждение держится. И оно само по себе подавляет аппетит. Ком в животе, тошнота и мысли о еде становятся просто неприятной. Сценарий второй. У людей разная реактивность стресс-системы. У кого-то реакция длительная, у кого-то короче, у кого-то со временем притупляется. Поэтому один после стресса чувствует, надо восполнить ресурсы, и его тянет на калорийное. А другой чувствует, я все еще в угрозе, и аппетит не включается вообще. Сценарий третий. У части людей в стрессе снижается чувствительность к удовольствиям. Еда не кажется наградой, и человеку просто не хочется. И да, такой человек может худеть на фоне стресса, но это не всегда плюс. Часто падает восстановление, сон, может уходить мышечная масса, а потом организм компенсирует. Итак, мини-резюме по механизму. Стресс переключает режим управления. У одних аппетит выключается, у других включается тяга, и еда становится способом облегчения. А теперь ключевой момент. Вот сейчас будет то, что работает в моменте. Перед протоколом короткий пример. Вечер, телефон, лента, тревога, и вы уже на кухне. Даже не заметили, как дошли. Вот это и есть автопилот. Главный принцип один. Остановись до первого укуса. Протокол 90 секунд. Шаг первый. Поймать момент. Не когда вы уже у холодильника, а на одну ступень раньше. Как это выглядит? Напряжение, мысли скачут, и появляется желание «надо что-то». Не еду, а что-то. И вы задаете себе вопрос вслух. Это голод или тяга? Если это голод, вы готовы съесть обычную еду. Если это тяга, вам нужно конкретно сладкое, жирное или соленое. То есть то, что дает быстрое облегчение. И второй вопрос, он главный. Я сейчас хочу еду или я хочу, чтобы мне стало легче? Шаг второй. Физическая пауза. Не мысль, а действие. Две вещи. Стакан воды и смена места. Вода здесь не лечит, а она просто нужна для того, чтобы поставить паузу. И второе. Вы меняете место. Если вы на кухне, выйдите из кухни. Если вы рядом с едой, отойдите от еды. Потому что в стрессе мозг максимально реактивен к сигналам. И самый сильный сигнал – визуальная доступность. Таймер на 90 секунд. 1,5 минуты. Это надо переждать просто пик тяги. Шаг третий. Снижение напряжения телом. Потому что стресс это не только мысли. Это состояние тела. Самый простой вариант. Вдох короче, выдох длиннее. 5-6 циклов и спокойно. Или второй вариант. 2 минуты движения. Пройтись, подняться по лестнице, сделать пару приседаний. Любое движение, которое переключает мозг из залипания в действие. Теперь следующее. После 90 секунд вы снова спрашиваете, это голод или тяга? Если это голод, отлично. Тогда вы едите, но вы едите нормально. Сели, взяли обычную еду, не стоя, не у холодильника, не из упаковки. Если это тяга, следующий шаг. Вы не запрещаете, вы заменяете. Потому что если еда стала способом быстро снизить напряжение, то если вы просто отняли еду, мозг будет требовать еще сильнее. Он будет искать тот же эффект облегчения. Поэтому вы выбираете одну быструю замену заранее. Теплый душ, умывание холодной водой, короткая прогулка, разговор с человеком. Любая короткая вещь, которая реально снижает напряжение. И еще одно правило. Правило тарелки. Если вы решили съесть что-то вкусное, вы не едите из пачки. Никогда. Порция на тарелку, упаковку убрали. Итак,
Мини-резюме по протоколу. Сначала распознать голод или тяга, потом пауза 90 секунд и только потом решение. Обычная еда с тарелки или замена награды. Теперь уровень заранее. Стресс предсказуем. У большинства людей он случается в одно и то же время и по одним и тем же причинам. Вечер после работы, поздняя ночь, после общения с конкретным человеком. И здесь работает инженерия среды. Если вы знаете, что у вас час X с 9 до 11 вечера, то именно в это время у вас не должно быть самой доступной быстрой награды под рукой. Потому что в стрессе ручное управление хуже. И побеждает то, что проще всего сделать. Задача не стать железным. Задача сделать так, чтобы автопилоту было сложнее, а осознанности было легче. И теперь план на 7 дней. 30 секунд в день, но вы получаете карту, а карта — это управление. День 1 и 2. Вы ничего не меняете специально, вы наблюдаете. Когда возникает стресс, когда тянет на еду, и фиксируете 3 вещи. Время, ситуация, голод это или тяга. Добавляете 4. Где вы были? Дома, на работе, в машине, потому что место — это половина привычки. День 3. Вы находите свой час X. И у многих здесь впервые все складывается в ясную схему. День 4. Вы настраиваете среду в час X. Убираете из зоны доступа то, что вы обычно едите на автомате, не навсегда, а как эксперимент на неделю. И заранее готовите альтернативу. Обычную еду, белок, нормальную порцию, чтобы мозг не был в режиме только сладкое или ничего. День 5. Вы тренируете протокол 90 секунд, даже в облегченных ситуациях, потому что это навык. День 6. Вы выбираете 2 замены награды заранее. Почему 2? Потому что одна может не зайти, и потому что мозг любит разнообразие. День 7. Вы смотрите на результат недели по 3 метрикам. Сколько раз возникла тяга, сколько раз вы сделали паузу до первого укуса и сколько раз вы остановились на этапе «я это вижу и понимаю». Если пауза появилась хотя бы в половине эпизодов, это сильный результат, потому что вы начали выходить из автоматизма. Теперь короткое отступление для тех, кто действительно серьезно настроен на устойчивые перемены. У меня существует видеокурс «Как перепрограммировать организм и стать стройным навсегда и без усилий». Там не только питание, физические нагрузки и обмен веществ. Там есть практический блок по работе с системой вознаграждения, чтобы она поддерживала осознанность и долгосрочный результат. Ссылки на курс в описании и в первом закрепленном комментарии. Возвращаемся к теме. Теперь утро, день, вечер. 3 правила. Очень коротко. Утро – вода и обычная еда. Регулярно. День – не проваливаться, я не ел весь день. Вечер – буфер перед кухней и ужин-якорь. Решение о еде заранее. И отдельно для тех, у кого в стрессе аппетит пропадает. Не ждите, когда захочется. Ставьте минимальный каркас питания. Небольшая порция, мягкий формат, суп, йогурт, творог, протеиновый коктейль, чтобы организм не был пустым. Теперь вечерний алгоритм на 10 минут. Первое. Вы заранее знаете, что вы едите на ужин. Я пришел, и вот мой ужин. Второе. Уборка сигналов. 30 секунд. Убрать с видимых мест то, что вы едите на автомате. Это настройка среды. Третье. Ужин без телефона хотя бы первые 5 минут, потому что телефон – это тоже быстрые награды. И когда вы совмещаете быстрые награды, мозг требует еще больше. Четвертое. После ужина переход. 2 минуты. Встать, пройтись, помыть посуду, выйти в другую комнату, закрыть эпизод «Еда». Пятое. Одна короткая вещь для снижения напряжения. 2-3 минуты, длинный выдох, душ, короткая прогулка, теплая вода и тишина. Теперь самое важное. Сейчас будет план «Б». И именно здесь люди чаще всего делают второй срыв. Ошибка номер 1 – все или ничего. Съел лишнее, ну все, сорвался. И дальше второй срыв уже на эмоциях. План «Б» нужен, чтобы быстро возвращаться в управление. Вас накрыло. Первое – голод или тяга. Если голод – нормальная еда с тарелки. И вопрос закрыт. И если тяга – протокол 90 секунд. Вода, смена места, таймер, длинный выдох. 2 варианта. Тяга упала, вы делаете замену награды. И вы удержали главный момент до первого перекуса. Тяга не упала, у вас должен быть аварийный вариант. Один продукт, одна еда, одна тарелка. Сел, съел, закончил. После плана «Б» никаких лекций себе. Один вопрос. Что было триггером? И все.
потому что мозг учится на данных. Если вы видите триггер, вы можете управлять. Финальный уровень. Как сделать так, чтобы это стало новой нормой? Здесь работает петля привычки. Триггер, действие, награда. Триггер – это время, место, усталость, телефон, разговор, ощущение перегруза. Действие – кухня, перекус, сладкое. Награда – отпустила. Перепрошивка – это изменить хотя бы один элемент петли. Самый простой путь – менять действие, потому что стресс будет, а действие вы контролируете. План на 4 недели. Неделя первая. Учитесь видеть момент и делать паузу. Важно, что появилась пауза. Неделя вторая. Настраиваете среду в час X. Неделя третья. Добавляете замену награды. Короткую, реальную, то, что снижает напряжение сейчас. Неделя четвертая. Закрепление и идентичность. Потому что если вы живете в режиме временно, это часто заканчивается откатом. Поэтому вы переносите награду с результата на сам процесс. Награда не цифра на весах. Награда – я поймал момент, я сделал паузу, я не пошел на автопилоте, я вернул управление. И меняете формулировку в голове. Не мне нельзя, а я так живу. Не я на диете, а я человек, который не лечит стресс едой. И финальная связка. Если на фоне стресса вы худеете, ваша задача – каркас питания. Регулярность важнее идеальности, чтобы не доводить до компенсации и истощения. Если на фоне стресса вы толстеете, ваша задача – пауза до первого укуса и среда в час X, чтобы не кормить привычку. Но принцип один – распознать голод или тяга, создать паузу, выбрать действие. И последнее – короткий тест на сегодня. Если вас накроет стресс и потянет на еду, задайте себе один вопрос. Я сейчас хочу еду или я хочу, чтобы мне стало легче? И сделайте паузу до первого укуса. Вот это и есть точка, где начинается устойчивое изменение. Без героизма, просто с управлением. Если после этого видео у вас остались вопросы или вы хотите разобрать вашу ситуацию индивидуально, я буду рад помочь. Контакты клиники в описании и в первом закрепленном комментарии.